Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем вязать свитер с регланом погон для кукол. Я буду вязать из шерстяного мулине от фирмы Риолис. И, конечно, возьму мои любимые самодельные спицы, о которых я рассказываю в отдельном видео. Все полезные ссылки, как всегда, будут в описании. Основные элементы буду показывать на более крупной пряже. Так как вначале я буду вязать горловину резинкой 2 на 2, воспользуюсь эластичным набором петель. Делаю петлю и набрасываю ее на большой палец. Рабочую нить набрасываю на указательный. Остальными пальцами зажимаю концы нитей. Чтобы набрать изнаночные петли, завожу спицу под большой палец, захватываю ближайшую нить и возвращаюсь обратно. Затягиваю. А чтобы набрать лицевые, завожу спицу под указательный. Также захватываю ближайшую и возвращаюсь. Таким образом, чередуя по 2 петли, набираю 70 петель. Этот свитер рассчитан, чтобы его легко было надеть через голову Барби, поэтому для нее можно сразу вязать по кругу. Ну а для тех, кто будет вязать для других кукол, я начну с поворотных рядов для разреза сзади, а затем перейду на круговое вязание, чтобы показать вам больше вариантов. Оставляю хвостик побольше для сшивания. Для равномерного натяжения нити делаю виток, например, на мизинце. Буду вязать бабушкиными петлями. Лицевые петли провязываю за заднюю стенку. А изнаночный за переднюю стенку. Я буду вязать воротник без заворота, поэтому провязываю 20 рядов. Но если вы хотите отворачивать воротник, то провязывайте 40 рядов. Все петли я буду делить по вот такой схеме. Для удобства буду использовать самодельные маркеры из бусин и соединительных колечек. Для наглядности реглан буду вязать лицевой гладью, но можно использовать абсолютно любой узор. Итак, получается первая половина спинки, погон из 2 петель, передняя часть, второй погон и вторая половина спинки. По обеим сторонам погона в каждом ряду буду делать прибавки. Так как сначала я буду вязать поворотными рядами, у меня будут лицевые и изнаночные ряды. Провязываю лицевые петли до начала погона. Сами прибавки можно делать разными способами. Самый простой – это сделать накид рабочей нитью. Но тогда будут видны дырочки. Все зависит от нужного эффекта. Также можно поднять протяжки между петлями. Чтобы сгладить переход и сделать петли аккуратными, до реглана наклоняют петли вправо. Надеваю протяжку на левую спицу и провязываю лицевой за переднюю стенку, как бы перекрещивая петлю.
Затем вяжу 2 лицевых погона. А за погоном наклоняю петли влево. Поднимаю протяжку и накидываю в обратном направлении. Провязываю скрещенной уже за заднюю стенку. Количество петель в погоне всегда остается неизменным. Остальные петли провязываю до конца и делаю то же самое со вторым погоном. Теперь изнаночный ряд. Изнаночные прибавки до реглана делаются соответственно с лицевой стороной, только вязать нужно изнаночными. Могут возникнуть трудности. Перед погоном провязываю за заднюю стенку. А после погона за переднюю стенку. Можно сразу перекручивать протяжку в нужном направлении. Также можно просто перекрещивать накид в любом направлении. Таким образом провязываю всего 14 рядов реглана. Примерно на середине начну вязать по кругу. Для этого потребуется 5 спиц, либо спицы на леске. Провязываю следующий ряд, добавляя спицы. По большому счету не важно, поскольку именно петель будет на каждой спице. Можно примерно распределить их поровну. Чтобы замкнуть вязание в круг, набрасываю одну кромочную на другую. А затем провязываю вторую кромочную вместе с первой петлей. В круговом вязании я буду всегда вязать только с одной лицевой стороны, и все ряды только лицевыми петлями. Поэтому сами петли будут развернуты. Следовательно, и прибавки буду делать только лицевыми, что гораздо проще, чем изнаночными. В остальном ничего нового. Просто поочередно провязываю все петли с каждой спицы и перехожу на другую. Не забывайте делать прибавки в каждом ряду. Конечно же, вы можете продолжать вязать поворотными рядами. Провязав 14 рядов, начинаю оформлять рукава. Так как я не специализируюсь на вязании свитеров, для лучшего понимания можете посмотреть человеческие каналы, посвященные этому. И я лишь делюсь с вами общей схемой свитера, который связала сама. Провязываю 15 ряд до линии погона. Теперь прибавки буду делать внутри него. И уже не каждый, а только в нечетных рядах. Провязываю одну петлю погона, затем делаю 2 прибавки с наклоном в обе стороны.
учитывая, что теперь 2 линии реглана. И провязываю вторую петлю, оставшуюся от погона. Вяжу без изменений до другой линии реглана. И также делаю 2 прибавки внутри него. 16 ряд, как и все последующие четные ряды, провязываю без изменений и новых прибавок. В поворотных рядах это будут изнаночные ряды. А в 17-м, как и в дальнейших нечетных рядах, делаю прибавки внутри погонных линий. Провязываю одну линию реглана, делаю прибавку. Так как теперь погон превратился в 2 регланные линии, состоящие из одной петли, прибавку делаю сначала за заднюю стенку. Затем 2 лицевые петли от предыдущей прибавки. Теперь прибавку за переднюю стенку. И потом вторую лицевую реглана. Так провязываю до 30 ряда. Начиная с 31 ряда буду формировать пройму. И дальше прибавки буду делать по обеим сторонам регланной линии, также только в нечетных рядах. На этом этапе провязывается ширина самого свитера. А прибавки внутри реглана отвечают за ширину рукава. Вяжу так еще 10 рядов. 41 ряд провязываю до первой линии реглана. Затем оставляю на спице только петли рукава. Остальные перебрасываю на следующую спицу. Регланные петли тоже вешаю сюда. Они будут новыми кромочными рукава. Теперь буду вязать длину рукава уже простыми поворотными рядами, как в начале горловину. Отсчет рядов рукава буду вести с нуля. Провязываю нечетные ряды всеми лицевыми, а все четные ряды изнаночными петлями. Такой лицевой гладью провязываю 40 рядов. На этом свитере я провязывала 4 ряда глади, а затем длину вязала уже другим узором. Если нить закончилась, то новую присоединяют чаще всего 2 способами. Можно просто наложить новую нить на оставшийся хвостик и провязать несколько петель двойной нитью, а затем продолжить вязание уже только новой нитью. А еще можно связать хвостики между собой. Например, вот таким узлом. Сильно затягиваю и вяжу в одну нить, плавно переходя в новую. Хвостики оставляю на изнанке. Потом их можно будет аккуратно подрезать. Я хочу, чтобы у моего свитера были высокие манжеты, поэтому, провязав 40 рядов, вяжу 15 рядов резинкой 2 на 2, так же как в горловине.
а в конце закрываю петли. Например, эластичным способом, который я не раз показывала в своих видео. Для этого возьму крючок, у меня 0,5 мм. Снимаю кромочную. Для изнаночных петель делаю накид на себя. Провязываю изнаночную петлю, а затем последнюю провязанную протягиваю сразу через накид и первую петлю. Для лицевых делаю накид от себя. И также протягиваю через все. Чтобы не обрезать нить и не делать лишних соединений, можно сшить рукав сразу. Складываю его пополам изнанкой наружу. Продеваю крючок под обе дужки косичек, сделанных кромочными петлями. Захватываю рабочую нить, вывожу петлю и протаскиваю ее сразу в предыдущую петлю. Такими соединительными петлями сшиваю края до конца рукава. Конечно же, вы можете обрезать нить и прошить рукав с помощью иглы. Теперь продолжаю вязать дальше лицевой 41 ряд передней части свитера. Дохожу до второго рукава и вяжу его по схеме первого. А после довязываю общий 41 ряд спинки. Так как оба рукава готовы, теперь вязать буду только тело свитера. Также по кругу провязываю желаемую длину. У меня получилось 30 рядов. В конце провязываю 9 рядов резинки 2 на 2, а затем закрываю петли. Сверху на воротник можно пришить пуговицу или застежку бисер. А еще можно полностью зашить разрез тем оставленным первым хвостиком, используя потайной или матрасный шов. И вот такой свитер у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.